Всем привет, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Я сегодня решила себе устроить выходной на кухне. Сегодня у нас воскресенье, и с самого утра мне Парам объявляет. Говорит, мол, поделаю все дела в отеле, и после обеда, говорит, поеду в город, в Нерал, нужно ему что-то купить. А я говорю, нет, дорогой мой муженек, поедем вместе, и не после обеда, а, собственно, в первую очередь обедать. Веди, говорю, нас в ресторан. Да, Парам? Сейчас проезжаем водопад, а водопада уже нет. Все, уже неделю дожди не льют. Не, чуть-чуть, смотрите, чуть-чуть что-то капает. Интересно, откуда оно берется? Если уже почти неделю не было дождей, откуда эта вода? Аккуратно, аккуратно, расходитесь. Я уже привыкла, что мы обычно по воскресеньям куда-то все вместе едем. И уже как традиция у нас, я по воскресеньям не готовлю. Не хочу нарушать эту традицию. Сегодня будем обедать в этом кафе. Кафе, которое принадлежит другу Парама, Правину. Вот он, кстати, стоит на кассе. Good morning. Ой, господи, good afternoon. Мы будем обедать на втором этаже, да, Парам? Second floor. Condition. Там помещение кондиционированное. И людей меньше там, ну, как бы поприятнее будет, но дороже. Почти в каждом ресторане есть такие вот помещения кондиционированные, и отдельно берется налог. Пульт от кондиционера, что он выключен, видите, никого здесь нет, поэтому сейчас кондиционер не работает. Давай, Артур, включай. Очень жарко. Помещение, посмотрите, без окон. Итак, друзья, что же у нас сегодня на обед? У нас сегодня скорее не индийский, а даже китайский обед. Здесь у нас лапша вместе с рисом и овощами. Райс называется. Fried rice, rice noodles mix. Окей, это у нас chicken manchurian, тоже китайское блюдо. Курица в кляре и в соусе соевом. Это butter chicken, это очень-очень вкусно, но это индийское скорее блюдо. Это дал, это все вы знаете, чечевичная похлебка, лепешки и просто рис. Парам будет есть дал вместе с обычным рисом. Ну и, конечно, все остальное он тоже обязательно попробует. Окей, бон аппетит, приятного аппетита. Смотрите, как Парам ухаживает всегда за мной. Thank you. Я вам сейчас еще некоторые нюансы покажу и начну есть. Посмотрите, сколько нам соусов принесли. Это соевый соус, это чеснок с имбирем соус, это чили соус, это уксус с чили. Вот. И еще вот хочу обратить внимание, как Парам ест, сколько он лучка, он уже половину луковицы съел. Обязательно вот на обед Парам съедает 1 или 2 целых луковицы. И неважно, где он обедает, дома или в городе. Все, теперь уже приятного аппетита всем. Артур, ну как, вкусно было? Да. Артур обожает китайскую кухню. И действительно, дамы, вкусно и сытно пообедали. И заплатили чуть больше 1000 рупий. И нас тут все знают. Ой, кстати, good afternoon. Кстати, да, я уже показывала, это швейный цех. Мы здесь когда-то Параму заказывали, здесь костюм на свадьбу. И Артуру школьную форму мы обычно всегда здесь заказываем. Так вот, я говорю, а кстати, что я сказала, почему я сказала, кстати, Артур, может, надо еще одну тебе школьную форму заказать? Парам, или в другом уже, не знаю, тут как-то очень, они, конечно, молодцы, милые, радушные люди, но очень долго они шьют. Вот, Правин, very tasty food. Я говорю, интерьерчик здесь, конечно, на 3, но вот кормят здесь, как в лучших мумбайских ресторанах. Хорошие повара.
Повара-профессионалы со стажем. А сейчас мы заехали по моей просьбе в магазин, где продается новая мебель. Я специально уточнила, подчеркнула, что новая, потому что до этого мы с вами смотрели бэушную мебель. Вот такой вот мебельный магазин. Я смотрю, здесь в основном шифонеры металлические. Вот так вот это выглядит. Сейф на века. Ну и никакая плесень не грозит таким вот шифонером. И никакой пожар. Парам вообще, видите, не участвует. Сил говорит, меня не трогай, смотри, что тебе интересно. Мы ничего покупать не будем. Я сразу говорю, просто как бы хочется прицениться и посмотреть. Но вот мне хочется, Артур, знаешь, что для тебя купить? Я не уверена, что смогут мастера сделать стол, письменный стол. Я бы лучше купила бы новый. Как там будет, Парам против или не против, но я буду настаивать. Если мы увидим, то я хочу купить как можно быстрее. Вот, кстати, нашла письменный стол. Так он внешне неплохой, функциональный, но он нам не подходит. Я открыла шкафчики, посмотрела. Здесь нету такого вот специального покрытия. Вот это вот все будет покрываться у нас плесенью. Этот стол рассчитан на другой климат. Ну, во всяком случае, не такой, как у нас в Матаране. Может быть, в Нерале нет такой влажности, как у нас. У нас в сезон дождей очень-очень сыро, 100% влажность. Это нам не подходит. И вот мне, ну, видите, Парам такой, мол, ну ты видишь же, ну ты же видишь, о чем я говорю. Что ничего ты нового, толкового не купишь. Ну и действительно, как бы, не на чем глаз свой остановить. 17,000. 17 тысяч, вот такой вот шифонер. Слушайте, сейчас спросила у продавца, почем же металлические шифонеры. Он говорит, ну, примерно около 13 тысяч. Я потом показала конкретно шкаф, какой там побольше. Говорю, а сколько вот именно этот? Он говорит, я не буду говорить. Говорит, ты просто видео здесь ходишь, снимаешь, ты ничего покупать не будешь. Вот такие вот здесь продавцы. Хотя, мало ли, вдруг бы я психанула и купила. Сейчас уже точно ничего покупать не буду. Такое отношение мне не нравится. Зашли сейчас в магазин напротив, и здесь я присмотрела письменный стол для Артура. В принципе, он мне понравился. 5000 стоит, не очень дорого. И вот посмотрите, чем он мне понравился, что здесь металлические сами шкафчики. Даже вот на ключ закрывается, Артур. Документы ценные прятать там можно будет, как в сейфе. Но вот Парам смотрит на него, кривится и говорит, и куда же ты его поставишь? То есть, если вот прямо сейчас его купить, сейчас нам его некуда будет ставить. Габариты такие нам не подходят. Это только после того, когда, ну, действительно уже купим новую кровать, шифонер, тогда будет ясно как-то все переставить. А вот, ну, на данный момент непонятно. У тебя есть какие-то идеи, Артур? Думай. Это где первый стол был? Там все убрать. Но там, получается, наверное, места не хватит. Ладно, давай его вот так вот сейчас измерим, поснимаем и потом представим. Что Параму вообще ничего не нравится. Видите, сидит, голову опустил. Ничего он покупать не хочет. Вот, you don't like this table? Where you keep this much? We have place for this. Это у нас нет места. Understand you are in- У нас ничего. Окей, okay, only on floor, да? We must sit and write. Ну, дети вообще в Индии, кстати, действительно пишут, садятся на полу. Вот Артур ходит на дополнительные занятия, тьюшен, и там они все сидят на полу. Человек 10-15. Это, ну, как норм. Что? Take like this. Small place they take. А вот этот вот стол, ну, он, видите, он уже, но он, мне кажется, этот стол вообще для чего-то другого. Здесь как комод. Смотрите, сколько здесь ящиков, туда можно что-то, одежду складывать. И здесь неудобно. Вот если, да, вот Парам даже не понимает, он не понимает, о чем идет речь. Вот сюда вот действительно ты сидишь, там ноги, по бокам ящики для учебников, для книг. А тут, я не знаю, вот напишите, для чего вообще в принципе этот что, я даже не знаю. Еще несколько вариантов нам продавцы показали. Вот такой вот письменный стол, он получается поменьше, поуже, но здесь деревянное все. Видите, сюда можно клавиатуру положить.
Ну, нормальный, тоже 5000, там 5-4 тысячи. Вот есть поменьше. Вот этот вот за 4000. Но здесь с одной стороны только. Ну да, конечно, все некачественно сделано. Ну, еще ладно, вот эти вот письменные столы, а насчет шифонеров я вообще уже даже, я поняла, что Парам действительно прав, шифонер нужно будет делать только у нас в Матаране, потому что если даже вот здесь, я спросила, они уже все вот такими вот продаются, сразу собранными. И вот обратите внимание, как здесь дверцы, вот, любой, вот подходишь, одна ниже, другая выше. И пока его, представьте, что с него будет, пока его довезут до Матарана. Напоминаю, что Матаран у нас находится высоко в горах, это надо будет поднять его, а потом тащить, так как у нас в Матаране транспорт не ходит, так как у нас заповедник, только будут тащить на тележке. И 100% он в таком состоянии первичном не доедет. Ну и изначально в первичном мне он тоже не сильно нравится. Ну, вот это вот как бы попроще. Я думаю, здесь ломаться особо нечему. Поэтому вот я сейчас буду уговаривать. Парам, please. Давай, come on, we buy. Which one you want? Ну, окей, Артур must choose. Артур, выбирай. Я очень хочу. For Артур, birthday gift. Да. Давай, Артур. Артур хочет... Покрытие есть на столах, но не везде. Ну ничего, можно будет протереть. Вот здесь вот будет плесень образовываться. Здесь внизу покрытие. Ну, Артуру очень понравилось. Посмотрите, Бавин продолжает привлекать к спорту. Да, привлекать к спорту девочек Матарана. Ай. Это две подружки, две студентки приехали на каникулы в Матаран, а так вообще они сейчас живут в общежитии, учатся. और थोड़ा, little more. Come on, Chaitra, Arthur. Come on, Chaitra, little more, come on. All time say take video. Bhavin want where you want make video. Так, ну что, мы вернулись домой, но без письменного стола. Вот так вот, да, неожиданно. Вы видели, как я загорелась. Парам уже согласился на эту покупку. Ну, да, мы даже стул подобрали, было несколько вариантов. Мы примеряли, чтобы он подходил, входил туда по размеру. Все, уже даже Парам выторговал скидку 500 рупий. Но вот в какой-то момент, знаете, вот когда вот я примеряла этот стул, смотрю, Кися. Смотрю, значит, на этот письменный стол и вижу, что он новый, да, новый стол. Его только-только изготовили, но он уже весь какой-то покоцанный. Вот эта вот фурнитура, все вот эти вот ручечки, там краска пооблазила. Я себе представила, что будет там через месяц с этой мебелью, даже, наверное, что будет, когда ее довезут нам сюда. И говорю, Парам, давай еще зайдем в какие-то другие магазины, посмотрим, приценимся, мол, значит, и поездили мы по другим магазинам, где-то, наверное, магазинов 5 мы посетили, и что вы думаете, там все то же самое, знаете, такое впечатление, что один и тот же мастер, ну, во всяком случае, тот же почерк косорукого мастера. И я подумала, боже, вот я себе представила, что это я прихожу домой и вижу эту мебель, и она меня точно радовать не будет. Я буду смотреть на это и понимать, что все уже, то есть это уже не временно, это уже вот мы купили новую мебель, и она такая ужасная, никакого удовольствия, никакой радости она мне не принесет. Ну и Артуру тоже. Вы знаете, что я, в принципе, человек достаточно неприхотливый и очень благодарный. Я вот даже, когда мы купили, свершилось чудо, и мы купили стиральную машинку и холодильник, я вот, ей-богу, каждый день я открываю дверцу холодильника, и мне так приятно, я так радуюсь, я такое, ну, вот именно чувство благодарности испытываю. А о машинке стиральной я каждый раз говорю спасибо, ну, мысленно, не вслух, я еще с ума не сошла, но вот мысленно: спасибо тебе, дорогая, спасибо тебе, моя помощница. Ну вот, а с этим чудом, сейчас говорю про стол письменный, таких ощущений я точно бы не испытывала. Так что решение какое? Буду ждать.
как Парам мне изначально сказал, будем ждать, когда будут делать 4 номера на 2-м этаже, когда приедут мебельщики. Закажем им, пусть делают мебель и для нас. Кровати, шифоньер и письменный стол, и пусть это все будет в одном стиле, и во всяком случае можно будет проконтролировать, да? Можно будет самой выбрать нормальную фурнитуру и следить за тем, чтобы они выполняли свою работу ответственно и качественно. Но придется подождать. Да? Да, Лисюлька. Так что, Артур, поживешь еще несколько месяцев без письменного стола, да? Тебе не привыкать. Я специально вот взяла тетрадку, сынок. Зайди, пожалуйста, в комнату. Артур and Vignesh, show how you sit in tuition, how you sit. В основном ребята занимаются на дополнительных занятиях. Дома он не часто делает уроки, в основном все там делает. И вот так вот они сидят. Ну, давай, как будто бы ты пишешь. Вот так вот они. Да, вот так позевываете. Да, я иногда и вот так могу чуть-чуть посидеть. Ну, а как еще? И вот так. А что, так же удобно. Вот сюда рюкзак можно. Вот так. Вот на спинке. И так, да? Ты иногда вот так, полулежа. Со спинкой можно к стене приволокать. Я не знаю, слышно микрофон от Артура далеко. Вот он говорит, можно облокотиться Можно вот так. об стену, можно вот так вот. А ты Вот так говорит даже иногда. Вот видите, сколько много вариантов. И не нужен письменный стол. Окей, thank you. Зрители часто пишут, что я сильно балую Артура. Все ему покупаем, все ему позволяем. Ой, ну я вообще на самом деле с этим не согласна. Я считаю, что нужно по возможности давать детям как можно больше. И, конечно же, стол мы купим, но немножко позже. Так, а чем тут мой любимый муж занимается? What are you doing, my dear husband? Играют, видите, в крестики-нолики, развиваются интеллектуально. Это тоже бизнесмен матеранский. Ясер сказал, что лошадке можно печенье, именно вот такое, только этой фирмы. Здесь в Индии называют это печенье dog biscuit, что там нет никакой химии и его можно давать животным. Но вообще, конечно, лучше морковку. Артур каждый день кормит лошадок, подкармливает их, ну как, чтобы у них настроение было хорошее, чтобы они Артура полюбили и с удовольствием катали. Нужно еще правильно давать, обязательно ладошка, пальчики должны быть сжаты, прижаты, иначе лошадка может откусить нечаянно палец. Отойди, Джимми. Джимми у нас почему-то недолюбливает лошадей, а тут еще, по-моему, ревность сыграла. Джимми, мы тебя любим. Мы тебя тоже любим. Да мы лошади, это даже не наша лошадь. Ну, конечно. Артур говорит, это даже не наша лошадь. Что, расслабься. У Артура в школе детям дали неделю выходных перед Дивали. Но не все так радужно. Буквально первый же день, как каникулы закончатся, у них начинаются экзамены, причем очень важные, как полугодовые. И вот сейчас он готовится к этим экзаменам. С утра он, получается, в тренажерке был, потом 2,5 часа на этих дополнительных занятиях сидел. Поел, поиграл чуть-чуть с друзьями. Этот хорс-райдинг, верховая езда. Придет домой и опять пойдет на дополнительные занятия. Там опять 2,5 часа. Вот у меня вы спрашиваете, чем они там на дополнительных занимаются, зачем оно надо. Ну, иногда такие комментарии я читаю. Я очень-очень рада, что в Индии есть такая возможность, что я бы не смогла с ним заниматься. Ну, там по всем предметам подтягивают, занимаются, подготавливают. Эта женщина, Арчина Мисс, подготавливает к экзаменам, проверяет, тестирует. И они там коллективно, знаете, охота есть. Если дома, я бы не смогла с ним заняться. Ну, я вообще не физически, я не владею просто, да, этими языками, ни хинди, ни марати. Чему бы я ему могла научить, помочь? Конечно же, нет. И
конечно же, нервы. У меня нервная система расшатана, я бы не смогла с ним сидеть заниматься. Ну, и а так вот мы занимаемся, конечно. Он у меня читать, писать умеет. Математикой тоже занимаемся. Читаю ему. Кстати, да, вот я на себя поверну, а то Артур уже скрылся. Что я хотела сказать по поводу того, что Артур хорошо разговаривает. Значит, какой у меня секрет? Ну, не то чтобы секрет, но можно даже сказать рекомендация, потому что действительно я считаю, что это помогло. Я ему с ранних лет, ну, буквально даже когда он даже еще говорить, не с лет, только родился, я ему стала читать. Я ему очень много читала, читаю и буду читать. Это у нас уже вошло в традицию. Он уже как бы постепенно от меня отдаляется. Больше друзья, больше какие-то увлечения, хобби. Но вот это вот осталось у нас до сих пор. Каждый вечер я ему читаю. Он уже сам умеет читать, но вот ему тут именно вот этот вот момент, что мы рядом. И я ему посвящаю полностью это время. И, соответственно, кроме того, что мы приятно проводим время, плюс еще в том, что он запоминает слова, грамотную речь. Я, возможно, не такой уж эрудированный в этом плане человек, а вот литература помогает ему совершенствовать свой язык. Ребята так пронеслись, что меня чуть ветром не сдуло опять. Сейчас обратно возвращаются. Но сейчас они будут уже медленно. No, don't go fast this way, very bad road. На стадион сегодня не пошли, потому что вечер, ну, как бы сегодня такой сокращенный урок. Так, ну и напоследок на десерт новости насчет Бовина. Значит, друзья, родители Бовину наконец-то нашли невесту. Все подходит. Девушка живет в Нероле, девушка из приличной семьи. И еще такой момент, у нее под глазом какое-то пятнышко. Ну, как-то Бовин невразумительно мне объяснил. Я так поняла, скорее всего, родимое пятно. В общем, что самое интересное, больше ничего Бовин о ней нам не рассказал, потому что он сам больше ничего о ней не знает. Родители, конечно, знают больше, они знакомы с этой семьей. Вот, но Бовин категорически отказался узнавать какие-то подробности. Я спрашиваю сразу, а какие у нее хобби, ее интересует йога, спорт, там, где она работала, где училась. Он ничего, абсолютно ничего не знает. Говорит, я не хочу ничего узнавать. Я посмотрел фото, мне понравилось, нормально. Больше никаких подробностей я сейчас знать не хочу. Образование, там, работа, сколько она зарабатывает. Нет, его ничего это не волнует. Говорит, что он, как он хочет, где-то через неделю они встретятся. Очно. Вот, и он хочет вот как бы для себя понять, пробежит ли между ними искра. То есть есть еще возможность отказаться. И вот он хочет, вот сейчас он не хочет замешивать себе в голову вот какие-то вот эти вот меркантильные мысли, что, мол, ну, если он, допустим, сейчас узнает, что она там, ну, я так уже, грубо говоря, вот, допустим, у нее зарплата там 100 тысяч, а так вообще никакая искра не пробежала, и он тогда будет думать, ну, как бы она не очень, мне не очень, ну, все-таки хорошая зарплата, это... Ну, это я сейчас просто, знаете, что первое в голову пришло. Он не хочет, поэтому он не хочет никаких подробностей узнавать. Вот такой вот он у нас романтик. Он ждет постоянно какого-то вот такого вот звоночка, искру, чтобы молния ударила. Я слышу шум копыт. Ого! Боже мой! Мне страшно. Не, лучше пусть они на стадион ходят. Парам-байтер стадион. И мне не нравится здесь дорога. Вы видите, какая здесь? Ну, а Парам говорит, нет, ему надо научиться по таким дорогам. Ну, он... Вообще Артур у нас уже давно занимается. Кстати, кто не знал, у него был перерыв. Он лет 6 занимался, потом был перерыв. И вот опять возобновил. Like this road he ride, na? In normal, very good road is come on. You're not even not enough for this speed. More speed, more. You want like you feel like that. See how dangerous. Ну все, мои дорогие зрители, буду держать вас в курсе событий. Люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.